Вы пишете искусственному интеллекту «составь план». В ответ получаете длинный, аккуратный текст, и половину приходится переделывать. Часто проблема начинается еще до ответа. В запросе не сказано, что именно нужно получить, какие данные можно использовать, чего там быть не должно и кто будет проверять результат. Сегодня покажу 5 строк, которые я бы заполнил перед новым запросом к искусственному интеллекту. Они не гарантируют идеальный ответ с первого раза, но помогают заранее определить задачу, границу и проверку, и не открыть еще один бесконечный чат без понятной цели. Если вы на канале впервые, коротко представлюсь. Меня зовут Алексей Гордеев. Я врач-фтизиатр, заведующий. Вы на канале «Искусственный интеллект для врачей». Здесь я разбираю искусственный интеллект так, как он реально нужен врачу в работе. Практично, без хайпа, без замены клинического мышления. В воскресном выпуске мы разобрали, почему 10 случайных ИИ-чатов быстро превращаются в хаос и зачем разделять помощников по понятным ролям. Ссылка на этот выпуск на экране, в описании, в закрепленном комментарии. А сегодня один практический шаг из этого выпуска. Не вся система и не новая команда агентов. Одна безопасная задача и 5 строк перед запросом. А возьмем полностью вымышленный пример. Допустим, нам нужно подготовить черновик плана учебного вебинара для коллег на тему самостоятельного обучения. Можно написать искусственному интеллекту так. Помоги организовать учебный вебинар. Но в таком запросе почти все осталось за кадром. Какой именно результат нам нужен, на чем строить план, какие сведения нельзя использовать, нужен список, таблица или готовый текст, кто проверит сроки и утверждения. Если этого не сказать, искусственный интеллект будет заполнять пустоты догадками. Ответ может выглядеть уверенно, но часть деталей модель выберет сама. Поэтому перед запросом я заполняю 5 строк. Первая строка «Что хочу получить?». Не просто помоги с вебинаром, а подготовь черновик плана учебного вебинара. Слово «черновик» здесь важно. Мы заранее не выдаем ответ искусственного интеллекта за готовое решение. Вторая строка «На чем это строить?». Для нашего примера разрешенный минимум такой. Вымышленная тема, условная дата, продолжительность 60 минут и 3 смысловых блока. Никакого реального списка участников, никаких рабочих документов, никакой переписки. Третья строка «Чего здесь быть не должно?». Прямо пишем красные зоны. Без пациентов, диагнозов, анализов, выписок, данных МИС, реальных фамилий, внутренних документов и закрытых ссылок. Это не волшебный фильтр безопасности. Это напоминание человеку еще до отправки. Если для задачи нужны такие данные, публичный чат для нее не подходит. Четвертая строка. В каком виде нужен ответ. Например, таблица из 4 колонок. Этап, ориентировочный срок, ответственный исполнитель и контроль. И еще одно правило. Если данных не хватает, не придумывать. Поставить пометку нужно уточнить. Пятая строка «Кто и что перепроверит?». В нашем примере результат проверяю я. Сверяю сроки, роли, неподтвержденные утверждения, тон текста и отсутствие лишних данных. Без этой проверки ничего не публикуется и никуда автоматически не отправляется. Теперь соберем 5 строк вместе. Было «Помоги организовать учебный вебинар». Стало 5 строк. Вместо расплывчатой просьбы у нас получилось 5 коротких опор. Результат – черновик плана. Данные – тема, дата, 60 минут и 3 блока. Границы – без пациентов, реальных фамилий, внутренних документов и закрытых ссылок. Формат – таблица, этап, срок, ответственный исполнитель и контроль. И, наконец, проверка результата. Результат утверждает человек, а все неизвестное отправляется на уточнение. Это уже не просьба «помоги с работой». Это ограниченная задача с понятным результатом, безопасным минимумом исходных данных и заранее назначенной проверкой. Но здесь важно не перепутать две вещи. Хорошо сформулированный запрос может уменьшить количество догадок и переделок, но он не делает модель безошибочной, не делает сервис подходящим для медицинских данных, не превращает искусственный интеллект в самостоятельного сотрудника и не снимает ответственности с врача. Поэтому 5 строк – это не пропуск в опасную зону, это организованный фильтр перед безопасной задачей. Если коротко, карточка выглядит так. Что хочу получить? На чем это строить? Чего здесь быть не должно? В каком виде нужен ответ? Кто и что перепроверит? Попробуйте заполнить эти 5 строк перед следующим безопасным запросом к искусственному интеллекту. Не для клинического решения и не для документов с данными пациента. Возьмите нейтральную задачу. План обучения, структуру совещания, черновик общей памятки или список организационных вопросов. Полный разбор о том, как перейти от хаоса и чата к понятным ролям в воскресном выпуске. Ссылка на него есть в описании и закрепленном комментарии. А в следующем основном выпуске разберем подробнее одну такую роль – помощника по организационной рутине без пациентов и диагнозов. Напишите в комментариях, какую безопасную организационную задачу вы бы проверили по этим 5 строкам. Только без конкретных пациентов, медицинских документов и данных учреждений. Меня зовут Алексей Гордеев. До встречи.